Начну с небольшого предисловия. Сделать это видео меня побудил в первую очередь геймплей некоторых стримеров. Стримеров из так называемой категории киберебун, которые используют сборки с низкой или с крайне низкой эргономикой и показывают себя очень даже эффективно. Ни для кого не секрет, что игроками гораздо более сильно ценятся сборки с уклоном в отдачу. Отчасти, почему так происходит, я разбирал в своем 20-минутном видео. Если сделать краткую вырезку, то одна из основных причин это неиграбельная отдача в стоке и очень сильное влияние модулей, снижающих отдачу в 2, а иногда и вообще в 3 раза. Но на деле есть и другая причина. Как я уже говорил, эргономика по сути является прямым противопоставлением отдачи. Большинство оружейных модулей оказывает влияние исключительно на два этих параметра. И да, эргономика сама по себе звучит как достаточно важная вещь. На некоторых классах оружия, как, например, на каких-нибудь болтовых снайперских винтовках, она вообще незаменима. Дает жесткий бонус прицеливания, позволяет дольше удерживать оружие в руках. На удержание она, конечно, влияет не так сильно, как вес, но все-таки. В рамках оружия, с которого нужно сделать всего один выстрел, эргономика действительно must-have параметр. Впрочем, полезный он не только на таком оружии, но и на других видах оружия. Просто не настолько сильно. А вот почему, давайте подумаем. Представьте как бы три состояния оружия. Состояние вне прицела, переходное состояние и состояние в прицеле. Отдача, по сути, влияет на каждый выстрел. Ей совершенно насрать, в каком состоянии находится оружие. Она будет уводить оружие вверх как при стрельбе без прицела, так и при стрельбе в прицеле. И даже во время перехода между двумя состояниями она тоже влияет. Эргономика же, по сути, влияет, по большей части, на скорость протекания состояния 2. Когда игрок меньше всего понимает, куда будут лететь его пули. То есть она как бы сокращает вот этот вот штраф перехода между состоянием вне прицела и состоянием в прицеле. Таким образом, мы выводим достаточно интересную мысль. В Таркове стрельба от бедра стрелцу достаточно эффективна. И зачастую за счет отсутствия как таковых признаков визуальной, повторяюсь, визуальной отдачи при стрельбе от бедра, как раз таки стрельба от бедра будет даже эффективнее, чем стрельба в прицеливании. А значит, игроку, предпочитающему стрелять от бедра, просто нет смысла собирать оружие на эргономику. Особенно в рамках такого баланса, когда сама по себе отдача в стоке очень высока, и игрокам требуется прикладывать максимальные усилия для того, чтобы ее снизить. И вот возникает несколько вопросов. Когда игроку не имеет смысла часто прицеливаться? Ответ простой. В первую очередь в ближнем бою. Значит, что в этом ближнем бою игроки будут собирать сборки на минимальную отдачу. А как выглядят сборки на минимальную отдачу? Правильно, как правило, они выглядят как длинное невнятное нечто, вылезшее из самих глубин преисподней баланса EFT. То есть совершенно не как то, что должно использоваться в ближнем бою, исходя из банальной логики. В итоге мы получаем, что стрельба от бедра в целом игнорирует параметр эргономики как таковой. И отчасти поэтому мы видим кучу вот таких вот нелепых и странных сборок у игроков, которые вроде как идут в CQB. И чё-то, судя по статистике, штрафы по длине ствола и по упиранию ствола в препятствие как-то особо тоже не помогают. Какой метод решения этой проблемы я вижу? Вообще, следует отталкиваться от самой проблемы в первую очередь. На что у нас эргономика влияет? Она не влияет на стрельбу, но сокращает время, которое игрок проводит в самом невыгодном для себя состоянии, то есть в состоянии перехода. От эргономики зависит то, насколько быстро вы сможете вести точный огонь. И в этом, в принципе, главное влияние эргономики и заключается. Но смотрите, переход из состояния 1 в состояние 3 – это очень важная вещь. Но вот обратный переход уже вообще не настолько же важен. Происходит так, поскольку условия, при которых игрок выходит из прицеливания, чаще всего гораздо менее экстремальны, чем условия, при которых игрок входит в прицеливание. А значит, и в сокращении этого перехода между состояниями 3 и 1 смысла гораздо меньше, чем в сокращении перехода между состояниями 1 и 3. И поэтому эргономика просто не работает как балансировочный метод в рамках стрельбы от бедра. Поэтому единственной характеристикой, на которую можно повлиять обвесами, остается отдача. Вот мы и видим в руках игроков, которые любят стрельбу от бедра, несуразные сборки, собранные в максимальное гашение отдачи. Поэтому влияние эргономики не должно ограничиваться одним только штрафом к скорости прицеливания. Самый простой вариант, который есть в моей голове, это связать значение разброса от бедра и параметр эргономики. И уже как-нибудь наверх накладывать на это бонус под ЛЦУ. Если применить это решение в тандеме с тем, что я предлагал в 20-минутном видео, то короткие сборки на короткой дистанции станут еще более эффективными, и это, на мой взгляд, плюс. С другой стороны, я вполне себе допускаю, что у этой проблемы могут быть и другие решения, но, на мой взгляд, сам механизм этих решений должен быть основан именно на влиянии на состояние при стрельбе от бедра.